Что такое закон притяжения? Сейчас я хочу рассказать подробно и легко. И вес, причем не физический, а вот именно вот это пространство временного континуума. Ну, короче, мы не курили еще давно, уже не курили. Совсем недавно я наткнулся на видео о том, что мы очень неправильно на самом деле понимаем, что такое гравитация. У нас есть спутник Луна, и Луна постоянно крутится вокруг Земли. Мы думаем, что Луна крутится вокруг Земли, потому что Земля притягивает Луну. То это некая магнетическая структура, которая притягивает, типа магнит притягивает металл. Но на самом деле гравитация работает совсем по-другому. Доказал Эйнштейн, нет никакого притяжения как такового. Земля находится в пространстве времени, которое она своей массой искажает. То есть, соответственно, создает некую такую луночку, по которой крутится Луна. И, соответственно, не уходит далеко, не улетает от нас. Она крутится всегда по этому желобу. И закон притяжения с нами работает абсолютно так же. Мы люди, которые могут попасть в определенную ситуацию, и ее они искажают. Они искажают это пространство своей материей, существованием, своим нахождением в этом месте. Мы искажаем пространство времени. И постепенно то место, где мы находимся, появляется углубление, по которому начинают стекать различные ситуации, люди, возможности, проекты, идеи. Вот так работает закон притяжения. То есть мы, когда попадаем в определенную ситуацию, мы искажаем пространство времени, как искажает это планета и любые планеты в нашем космосе. По этому искажению стекаются к нам обстоятельства, возможности, ситуации и так далее. Получается, с каждым нашим шагом вперед мы приближаем к себе то, что мы хотим. Нашу цель, все прочее стекается к нам. Как бы сказала мудрая черепаха, и да, и нет. Если ты делаешь какие-то шаги, далеко не факт, что они на самом деле все важны для получения твоих результатов. То есть количество действий никак не влияет на результативность. Тебе необходимо попасть в определенное место, где стекутся огромное количество ситуаций, возможностей, людей, проектов, идей, реализаций. Тогда ты получишь это. В этом весь прикол. Твое место является самым важным, а не количество твоих действий. Это упрощает, это офигенно. Я только что эту тему осознал, прикинь. Если ты находишься в правильном окружении, неважно, сколько ты будешь там делать действия, тебя просто это начнет развивать. Нужно найти то место, где максимальное количество обстоятельств стечется и вытолкнет тебя наружу. То же самое, когда ребенок находится вокруг родителей, школы и так далее. Это же тоже определенное пространство времени. Он же ее искажает, и на него стекаются определенные составляющие. Мы же, получается, тоже, соответственно, разные, на разного объема. Если, грубо говоря, мы больше энергетические, соответственно, мы искажаем пространство реальности еще сильнее. А если мы меньше, то, получается, мы меньше искажаем это пространство реальности, и, соответственно, притягивается меньше. Масштаб личности в этом-то и как раз и заключается. Какую энергию ты излучаешь, силу, мощь, ты имеешь вес. И вес, причем не физический, а вот именно вот это пространство временного континуума. Ну, короче, мы не курили еще давно, уже не курили. Пространство временного континуума, да. Ну, и, соответственно, это искажение, получается, дает определенное притяжение ситуаций. Мораль сей басни такова. Для того, чтобы что-то получить новое, что-то сделать новое, необходимо поднять свою жопу и переместить ее на другое место. Именно на то, куда ты хочешь. Необходимо перебороть первый страх, первого действия, первого движения. И как это сделать, смотри следующие видео и предыдущие видео в моем YouTube и Instagram каналах. Это офигенно. По-моему, это круто. Немножко стало понятно? Ну все, можно это публиковать.